Я все время чувствую на себе дискриминацию. Мне все время социум заставляет доказывать свое право на жизнь. I just don't want to live in a situation where I'm being oppressed, especially politically. Although the Soviet Union was one of the first countries to legalize homosexuality in 1922, the Russian Federation is a deeply orthodox, patriarchal and conservative society. Here, anything that's seen to challenge traditional Russian values is seen as a threat. In 2013, Vladimir Putin outlawed what he called the spread of gay propaganda, claiming to protect children from information on homosexual relationships and effectively equating them with paedophilia. And in late February of this year, the government proposed new legislation to set up special health facilities treating what they called disorders of sexual preference and gender identity. Although no one has yet been prosecuted for LGBT activism, abuses against the community, like the ones in these videos, have been well documented by Human Rights Watch. The videos show vigilante groups assaulting and humiliating members of the LGBT community. But what is life actually like for LGBT people in Russia? Has the media exaggerated the situation, or is it more nuanced than we think? We met Anton Mukhin, a Moscow hairstylist and fashion designer, who gave us some insight into what it means to live life in Moscow as an openly gay man. Я родился в городе Калачинске, это Омская область, большой деревней с одной асфальтированной улицей. Вообще отношение было негативным. Я, наверное, просто удалил из памяти файл, который отвечает за школу, который отвечает за мою жизнь там, потому что когда тебя никто не поддерживает, ты ни с кем не можешь обсудить этот вопрос. Для всех ты странный, что меня могли не пускать в школу, закрывать дверь с той стороны, бесконечные драки. Я занимался танцами 10 лет, и из-за одной из этих драк у меня случилась травма, я перестал ходить. Мне было тогда 15, и ты не знаешь, что тебе делать дальше, потому что ничего другого ты не умеешь, ты не знаешь, да и не хочется ничего другого, потому что в этом ты чувствуешь себя комфортно. То есть во всех других сферах, там, жизни, в семье, в школе, ты не чувствуешь себя комфортно. Когда ты понял, что ты гей? Я могу, наверное, разделить камин-аут на какие-то разные части. Например, мой там камин-аут с мамой, он произошел достаточно поздно. Потому что, мне кажется, вообще родители в России до последнего хотят верить, что это не так. Когда я слышу полнейший бред о том, как это можно лечить электрошоком, таблетками и молитвами, это интересно, конечно. Может быть, лет через 500 я попробую, но не сейчас. Мы, наверное, не общаемся какой-то период времени, потом мы начинаем общаться. Сейчас мы общаемся, мы просто не обсуждаем мою личную жизнь. Ну, как бы ее и нет. Мой якобы отец там несколько раз пытался меня задушить по пьяни, потому что соседи говорят неприятные вещи, потому что стыдно смотреть в глаза соседям, потому что соседи спрашивают, почему у вас такой странный сын. Я, конечно, очень хочу свадьбу и пригласить на свою свадьбу и маму, и бабушку, и тетю. Не знаю, может быть, это та стадия откровенности, к которой мы придем. Я знаю, что ты много путешествовал в Европе. И какие разницы между там и здесь? Я там себя чувствую защищенным. Здесь я всегда чувствую себя в стрессе и в готовности к атаке. То есть я все время нахожусь в какой-то такой типа броне, потому что ты не знаешь, чего ожидать. Там нет. Ну, то есть там у меня нет такого страха за свою жизнь, что, не знаю, что меня кто-то изобьет, что даже в вагоне стоишь и едешь, замотавшись, просто как бабушка, которая едет на рынок просто. И все равно люди там толкают, посмотри. То есть у меня в жизни, кроме работы, нет ничего. Я пашу, чтобы обеспечивать себе безопасную жизнь.
чтобы хотя бы, не знаю, раз в месяц уезжать в Европу и чувствовать себя человеком. We're about to go into central Moscow to go to the L-word party, which was set up 6 years ago by Karina Krasavina, and it should give us a really good insight into what the gay scene is like here in Moscow. Я являюсь, собственно, девушкой нетрадиционной ориентации. Хотя что такое нетрадиционная ориентация? Мне кажется, в любви нету пола и признака, мужчина это или женщина, это любовь. Это вечеринка для девушек, где мы знакомимся, влюбляемся, развлекаемся. У нас есть закон, действительно, то, что делаю я, возможно, иду на некие риски. Я это все прекрасно понимаю. Вот что касается этого нововведения, я тут, конечно, согласиться с этим не могу. Я считаю, что это неправильно. Каких-то проблем, прям серьезных, в данный момент я еще с ними не столкнулась. Я, безусловно, поддерживаю Владимира Владимировича по поводу парадов в Москве. Я лично против. Почему? Я не хочу пропагандировать. Я везде чувствую себя свободно. Да? Меня уважают, меня все знают. Везде. Дома. То есть мне вообще спокойно везде. В России везде, в принципе, нормально относятся к девочкам. Ага. К мальчикам, конечно, по-другому. По-другому, да? Да. И почему? Ну, не знаю. Девочки это девочки, мальчики мужчинами должны быть, понимаешь? Чувствуете себя свободно или... В Москве нет. В Москве есть закон, который говорит о том, что нет, это неправильно, но эти вечеринки дают свободу. Вы за Путина или против? Или... За Путина. За Путина? Да. Почему? Мой президент мне нравится. Я горда им, он сильный, он лидер, он знает то, чего он хочет, и он ведет страну за собой. The people we talked to at L-Word showed us that the situation isn't as black and white as it seems, and that in fact, some do feel free to express themselves and live their life as they choose. But that sort of freedom isn't possible for everyone. I love London. Me. We're now back in London and we're about to meet Ira Putilova, a Russian political activist who 2.5 years ago had to flee her friends and family in Russia and was granted political asylum here in the UK. In her own words, Ira no longer felt comfortable living as an LGBT person in Russia. She's now studying filmmaking here in London. What triggered you to leave Russia in the first place? Mostly just the feeling of being oppressed and not feeling safe and kind of disagree with everything that's going on, and everyday life is just really miserable and terrible. There was like critical moment. I was on a train from Moscow to St. Petersburg, and just like 5 cops came to arrest me without any notice or something. They like illegally just take me from the train, and I had to run away and like jump from the train and like all the stuff. And I was like, okay, what the fuck, probably I should do something with that. So I spent half a year preparing the plan how to live illegally. In Russia, I never came out as a LGBT person, even for many of my friends. I just don't want to live in a situation where I'm being oppressed, especially politically and mentally. And just UK feels like safer space for me, and that's why it works. What struck me about Ira's story was that she would rather live life as a refugee and a squatter in London with a great amount of financial difficulty than in Russia with her friends and family.
In order to live openly, she had had to pay a high price. Do you think it will change in Russia? Do you think attitudes towards the LGBT community will change there? Things will change at some point. They can't stay like that all the time. Otherwise, the country will disappear.